Щось не хоче закриватися. Може ключ всередині. Так, ключ всередині. Ох, яка розумна машина. Закрилась. Машина — это станок. Сейчас очень внимательно. Блин, это круто. Легкого прижатия на тормоз. То есть заряжается реально мгновенно. Всем привет! Сегодня сделаю небольшой обзор на машину. Находимся в таком прикольном месте, как в фильме «Перевозчик», да, на парковке. Сегодня у нас джип Renegade на полном фарше, свежий, вообще новая машина. Все знают, что, вернее, если вы заново на канале, я строитель, владелец строительной компании, и особо-то не отношусь к видеообзорщикам на автомобили, но всю жизнь был связан с машинами, поэтому, в принципе, там крутился, ходовую делал сам, там, да вообще, ну, в общем, машины давно, с самого детства. За руль сел, наверное, в 14 лет, вот, и всю жизнь на машинах. Но расскажу, почему расскажу про машину и тут же про бизнес, да, про вот эту гибридность. Поехали. Значит, в принципе, я впервые, по-моему, наверное, впервые за рулем гибридной машины, именно за рулем. Не знаю, для меня вообще было открытием, что такая машина существует гибридная. Значит, у нас полный фарш. Это бензиновое авто с адаптивным круиз-контролем, со сканером, подруливанием, ну вот сканер полос, да, то есть реально подруливает вообще. Вот давайте, до торможения не доводил, до такой ситуации, чтобы она сама затормозила, но один раз она предупредила, но не доводил. То, что отпускал руль по трассе, и она действительно подруливала по-честному, вообще без любых проблем. Покажу ее днем салон. Сейчас так можно просто посмотреть, как она у нас смотрится. Так, CarPlay, все есть. Есть из кнопочек. Знаете, как раньше по Мерседесам или по BMW можно было понять комплектацию, сказать, заряжена или нет, это по пустым заглушкам. Вот у нас, по-моему, тут есть где-то две кнопочки, которые в пустых, по-моему, вот тут. Вот тут две, не знаю, что еще могло быть. Тут все возможные контроли, там полос, отключение всего, адаптивный круиз, контроль ну вообще максимальный заряд, кнопочки под рулем, на руле. Переключатель в механику. Тут показано, что 7 ступеней. Я думаю, что это все-таки у нас вариатор. Я сейчас не про саму, как бы, не максимум про характеристики машины, просто расскажу, вот как на ней поездил, да, то есть вот у нас, сейчас мы посмотрим, не получается, в общем, 7,6 средний расход за 200 километров пробега. Там нарезочку сделаем, то есть у нас получается, в принципе, в основном горы, режим такой 50, 20-50, наверное, да, режим 20-50 по скорости. Просто новая машина. То есть я, вполне возможно, второй вообще человек, который на ней ездил. Вообще ничего и не лежало в багажнике. Но еще по-светлому покажу. Задняя камера, ну, классная машина по впечатлениям. Да вы знаете, наверное, так скажу. Тот, кто рассматривал ее покупку, вот кому она нравится, не сомневайтесь.
Машина классная, абсолютно тихая, быстрая. Значит, по юркости нас, ну, газует так за счет того, что она гибрид, газует так, что пробуксовывают. Ее даже, можно сказать, кидает. Я там, возможно, скоростной режим покажу, что она у нас выдает. Тихая, уютная. Если на гибриде, вообще топ. То есть я начинаю прям кайфовать от этого, от гибридности. Еще сейчас расскажу почему. Потому что с точки зрения бизнеса вообще меня эта тема очень начала интересовать. Смотрите прикол. Вот чем ее заправлять? Вот взяли машину, да? Вот нигде не написано бензин, не бензин, ничего не написано. Открыл капот. Ну, так как я технически развит, присмотрелся, пощупал. Ну, точно определил, что бензин. Ну, знаете, моторы сейчас такие дизеля уже, что иногда не поймешь. Есть дизель, который вот четко так активно рычит. А есть такие уже бензиновые, кто знает, там ТСАки, вот эти вот шкодовские, там ваговские, да. Там 1.1 мотор, а он рычит как, уже как дизель, и ты иногда сомневаешься. Ну, кто знает, тот поймет, о чем я говорю. Что так, когда ты просто проехался 2 километра, ты можешь даже не сразу понять, ты на дизеле или не на дизеле. Итак, значит, из приколов. Видите зеленый цвет? Зеленый там цвет. Я еще покажу по светлому. Уже сейчас включу. Да, зеленый цвет. Значит, колонки тоже в цвет покрашены. Это, наверное, для таких ситуаций, в которой я был. Вот про что я говорил. Типа зеленый цвет, зеленый цвет. Не знаю, так ли это работает, но тут черный. У дизеля черный, у бензина зеленый и голубой. Возможно, это работает именно так. Вот работа гибриду. Їдемо потихенечку. Наш двигун вімкнений. От уже пішла робота двигуна. Увімкнувся, був вимкнений. Да. Тормозимо. Раз. Притормозили. Потихеньку їдемо. У нас двигун увімкнений, а ми їдемо. Цікава машина. Скажу побільше. Їдемо в потоці. Так двигун запустився, да? Батарея трошечки потратилась, витратилась і двигун запустився на підзарядку. CarPlay. Все есть. Значит, расскажу интересный момент про гибридность и про бизнес. Вот представьте, давайте так. Представим, что это какой-то станок. Да, то есть машина это станок. Сейчас очень внимательно. Машина это станок. Топливный бак это твой склад. Да? То есть ты затарил склад каким-то сырьем. Этот станок преобразовывает твое сырье в товар, который ты продаешь. Допустим, тебе платят за проезженные километры, да, допустим, так можем отвлечься. Когда ты тратишь деньги, то есть что является прямыми, как бы, и такими, можно сказать, непрямыми расходами, что является тратами, что является расходами во время того, когда ты двигаешься, да, за рулем, когда ты едешь. Итак, вот вдумайтесь в идею. Ты нажимаешь на педаль газа, преобразовал сырье со склада в движение, да, ты набрал энергию, и ты, в принципе, ты заплатил в момент нажатия педали газа, да, заплатил, ты дал, ты сделал как бы расход,
расход со склада, ты снял какой-то свой запас, преобразовал это топливо в энергию, которая дает тебе движение твоей машины. То есть у нее, допустим, ты ее разогнал до 100 километров. И если ты не будешь нажимать на тормоз, то эта энергия тебе позволит проехать еще, допустим, 3 километра. Но так случается, что ты перед каким-то препятствием, допустим, пешеход, там, я не знаю, поворот, светофор, ты нажимаешь на стоп. То есть нажимаешь на педаль тормоза. И вот нажатие на педаль тормоза с точки зрения как бы этого бизнес-процесса, это и есть вот этот вот расход, то есть это трата, которая невозвратная. То есть еще раз, ты заплатил за бензин, положил его на склад, нажал на педаль газа, преобразовал бензин в энергию, которая тебе за эту энергию преобразованную тебе бы заплатили бы после того, как ты проехал этот километраж, но ты его преобразовал, эту энергию, в нагрев тормозных колодок, преобразовал и сжег. По сути, получается, ты на ветер, тормозные колодки у нас остыли об температуру воздуха. И получается, каждое нажатие на тормоз, это и есть вот этот вот, то есть разница между расходами и тратом. То есть, если я говорю со своим бухгалтером, то я спрашиваю, что является расходом, тратой. Расход это ты когда купил, например, бетон, цемент, арматуру на объект. А трата это, например, когда поломалась болгарка, ее надо починить. Трата, к тратам я бы отнес там, например, Что у нас приключення. Він тут сів на підйомі. Походу мостом трошечки треба було йому прийняти правіше. Якось сильно вліво він взяв. Там після дощу розмило трошечки дорогу, він сів настільки, що якби не може навіть вниз, то спуск донизу, тобто горизонт вод, машина внизу стоїть. Ну таке собі. Там, например, лишнюю доставку. То есть было запланировано, допустим, правильно бы за 5 доставок привезти, но так как кто-то что-то забыл, это еще 2 дополнительные доставки. Вот эти, их можно назвать непредвидимыми расходами, их можно как угодно называть. Но тут идет речь о том, что в движении машины, когда машина едет, и ты спалил свои остатки на складе в энергию, дал энергию машине, и ты их выкидываешь на ветер, когда нажимаешь на педаль тормоза, и эту энергию переобразуешь в тормозную, в нагрев тормозных колодок. В общем, такая интересная мысль. В этом плане, почему гибрид интересен? Потому что это чудо техники, да, преобразовывает часть этой энергии в заряд батареи. И при том она делает это реально очень круто. Я вчера спускался с такого довольно-таки длительный спуск. Батарея там заряжается, там 50% батареи, наверное, за 1 километр долгого спуска с легкого прижатия на тормоз. То есть заряжается реально мгновенно. И, блин, это круто. Это круто, ребят. Как сделать так, чтобы в наших бизнесах можно было, когда собственник или сотрудники плохо справляются или что-то не предусмотрели, и бизнес на стопе, можно так сказать, или не хватает заказов, и в эти моменты, чтобы что-то как-то делалось, и ты не нес вот этих вот сверхрасходов. Ну, то есть, если на примере строительной компании, да, то есть, если зима и мало заказов, то один из вариантов это, если у собственника хватает денег, да, то, как я думал, делать это, покупать квартиры, делать в них зимой ремонт, чтобы ребята были при работе, чтобы фирма не стояла. Допустим, это один из таких легких вариантов, наверное,
как бы такой гибридности для строительной компании. Для производственной компании это тоже, то есть если нету, допустим, заказов, то надо, скорее всего, выделять деньги, ну, в рамках разумного и делать, накапливать склад, допустим. Но это как бы, опять же, в рамках разумного, чтобы весной, допустим, продавать побольше. Итак, машина крутая. Мне очень понравилось. Я 3-4 день сегодня на ней езжу. Я максимально кайфую. Дерзил, газовал. Может быть, там нарезка какая-то будет. И я еще покажу ее при свету. Может быть, помою и добавлю видео. Напоминаю, да, по характеристикам у нас понятно, включаются эти дополнительные туманки, когда мы, получается, крутим руля автоматически. У нас бесключевой доступ, очень удобно. Сиденья механические, но единственное, что подушечка накачивается. Сегодня даже, можно так сказать, в песке вчетвером сидели, то подзастрял, но в принципе выехал. Но немножко побуксовали, когда 4 человека сидело на развороте. Так, еще новая вообще. Так, всякие кнопочки, контроль полос можно выключить, антибукс, ручник электрический. Можно механическую перевести как бы на плюс-минус, показывает, что 7 передач. Но имитированные они или настоящие, не знаю. Датчик дождя работает отлично, то есть это сканер. Тут датчик дождя, сканер полос, а то у нас спереди адаптивный круиз-контроль, и который следит за приближением. Ну, место, в принципе, как бы, если по сравнению, то есть являюсь, в принципе, владельцем Hyundai Tucson, то скажу, что эта машина помягче, тише, быстрее. Ну, конечно, комфорта уже в разы больше. Музыка, кстати, довольно-таки классная. Я вам так скажу, что человек, который тюнил машину, скажу, что тут довольно-таки достойная музыка, по крайней мере, в этой комплектации. Играет громко, качественно, не репит. Ничего не подписано, прям, чтобы JBL там или что-то такое, но хорошая музыка. Такие фирмяковые. Эти подушек много, походу. Ну, без люка, без панорамы. Хорошо звук слышит микрофон, то есть тех, с кем я разговариваю по громкой связи, слышат меня очень хорошо. В общем, интересная машинка. Я максимально на данный момент кайфую, когда на ней катаюсь.